Доброе утро. I bring you greetings Я привез вам приветствие from my staff in от моих a сотрудников very small place in the United States called New Hampshire, в очень маленьком местечке в Соединенных Штатах, которое называется Нью-Хэмпшир. right above the Boston area in northeast United States. Это северо-восток Соединенных Штатов, как раз над Бостоном. We're very excited about what God's doing there Мы очень рады тому, что Бог делает у нас там, and around the world. а также по всему миру. Amanda and Magda Аманда и Магда, are here. We have just started a training center in Warsaw, Poland. которые у нас сегодня здесь, недавно начали тренировочный центр в Варшаве, в Польше. And so they just did a series of they just did a course in Kielce, Poland. Недавно они провели тренировочный курс в Кельце, в Польше. And we've done several courses in Poland, but we just did this one recently. Вообще в Польше мы провели уже несколько курсов, но вот это был самый недавний. And we're starting training centers И открываем тренировочный центр, to train on prophetic ministry чтобы тренировать людей в пророческом служении. in several nations around the world. Это также будет происходить и в других странах. I'm very grateful to John and Sarah Я Russell очень благодарен Джону и Саре Рассел for having the courage to invite me here. за то, что они имели смелость пригласить меня сюда. I remember years ago, Я помню, годы назад we were in the Ukraine, мы были на Украине. and it was my first trip to Eastern Europe, Это была моя первая поездка в страны Восточной Европы. and we were in a small town called Nikolaev. И мы приехали в небольшой город, который называется Николаев. And the Street Cry Ministries Служение «Стрит-Край» sent a group of worshipers послало туда группу поклонников to this conference in Nikolaev. на эту конференцию в город Николаев. I thought it was some of the best worship I had heard. И для меня это было самое лучшее поклонение, которое я только слышал. And in fact, I told the people that the Spirit of God is mightily on this worship В team. принципе, я даже встал и сказал это народу там, что Божий Дух очень сильно на этой команде. Thinking that they were probably Ukrainian, Думал, что они украинцы. and they were from here. Вот, а они оказались отсюда. So I got this strange look from some of those people. И от некоторых из этих людей вот такие странные вещи Wondering why I was complimenting a Russian worship team and not the Ukrainian worship team. последовали, почему я выдаю комплименты русской команде поклонения вместо того, чтобы выдавать комплименты украинской. I love the Ukrainian people, Я люблю украинский народ, but the worship, the Street Cry worship team is Но something special. команда поклонения «Стрит-Край» представляла из себя что-то особенное. I don't say that to puff them up or flatter them. И когда я это говорю, я не нацеливаюсь на то, чтобы они возгордились или как-то раздулись от важности. I say that because the Spirit of God rests upon them in an unusual way. Просто хотелось признать тот факт, что Дух Божий почивает на них особенным образом, необычным образом. This is my second time here to St. Petersburg. Вот, это мой второй приезд в Санкт-Петербург. I was here a few months ago, last August, Я был здесь несколько месяцев назад, в августе прошлого года. and I look forward to coming back many more times. И с нетерпением и радостью предвкушаю, что буду приезжать сюда много-много раз. In fact, if a vision I had in 1993 is accurate, И если то видение, которое у меня было в 1993 году, точно, there's an ongoing process here in this country, то в этой стране происходит продолжающийся процесс. a process of reclaiming a gift, Процесс отбирания дара. reclaiming the gift that you as a people have from God. Вы, как народ, одарены Богом. So I am not really coming here to give you anything. И я приехал сюда не для того, чтобы вам что-то дать. I'm coming here to awaken something that God has already placed inside you. Я приехал сюда для того, чтобы пробудить то, что Бог уже заложил в вас. God is the giver of gifts. Бог — это тот, кто дает дары. And every good and every perfect gift comes from Him. Всякое даяние доброе и дар совершенный приходит от Него.
man is not giver of gifts. They maybe awaken your gift. И люди не являются теми, кто дает дары. Люди скорее пробуждают дары. And I'm aware of a history in Russia of some incredibly gifted individuals. И я знаю, что в истории России были потрясающе одаренные люди. And of a people that have an unusual, what the world might call an unusual intuitive gift. Люди с тем, что в миру называется необычными дарами интуиции. And in this vision I saw И в этом видении то, что я видел in 1993, в 1993 году, 11 years ago, 11 лет назад, I was standing in this room. я стоял в этом зале. I'd never seen this room before. Дело в том, что я раньше никогда этого зала не видел. Again, I hadn't been here until last August. И, как вы помните, я не бывал в этом зале до прошлого But I августа. was standing in this room, sitting in a chair back in that corner. Но это был именно этот зал, и я в этом зале находился, и я сидел на стуле вот в том углу In сцены. a meeting just like this. На собрании, похожем на это. But I had been coming here for a number of years. Но было ощущение, что я приезжал уже не первый раз. Now, the only way that can happen is in a vision or a dream. И только единственное, как ты можешь себя так чувствовать, это либо во сне, либо в видении. You go someplace you've never been before, Ты попадаешь в какое-то место, в котором ты раньше никогда не бывал, but you're aware that you have been going there for years. но ты знаешь, чувствуешь, как бы, что ты уже не первый раз там. Приезжал многие годы. And so you feel kind of funny because in one way, you know you've never been here, И ты чувствуешь себя немножко странно, потому что, с одной стороны, ты знаешь, что ты никогда здесь не был. but in another way, you know that you have been here many times. Но, с другой стороны, ты осознаешь, что ты уже много раз здесь был. And that's the feeling I had in this vision. И вот у меня было именно такое чувство в этом It видении. was as if God took me ahead into time. Было такое ощущение, что Бог как бы взял меня и перенес в будущее во времени. And I was much older then, И я тогда понимал, and the hair on my arms was more white than it is today. был в том видении в возрасте гораздо старшим, чем сейчас. У меня были более белые волосы даже на руках, About the color of my beard. примерно такого же цвета, как моя борода. So I know I was much older then. То есть я понимал, что я гораздо старше, чем вот сейчас. And so in this course that we're teaching you, И в том курсе, которым мы будем вас обучать, I have the distinct impression from the Lord у меня есть четкое впечатление от Господа. that we're embarking on something that will be Что much bigger than we think. мы вовлекаемся во что-то, начинаем что-то, что будет гораздо больше, чем мы сейчас думаем. In fact, in this vision, И в том видении this prophetic type of ministry вот это служение пророческого типа began to spread all over Russia. начало распространяться по всей России, And it began to multiply начало умножаться and reach into various out of difficult to reach places. и достигало труднодостижимых мест. So I'm very excited И я очень рад, because I have a sense of destiny in these meetings. предвкушаю и чувствую, что эти собрания судьбоносные. The basic premise this course is built on Основная предпосылка, на которой построен этот курс, came from an encounter I had with the Lord some years ago. пришла от встречи с Господом, которая у меня была несколько лет назад. In that encounter, the Lord told me something about prophetic ministry. В этой встрече с Господом Он проговорил ко мне об одной вещи касательно пророческого служения. He told me there had to be changes in prophetic ministry. Он проговорил, что должны быть изменения в пророческом служении. And these changes weren't just better teaching. И эти изменения должны включать в себя не просто улучшенное учение. The changes could not happen because somebody did something better than anyone else had done it. И перемены не придут, если какой-то человек сделает что-то лучше, чем то, что делалось раньше, до него. There had to be a total reformation in the way the church viewed prophetic people. Но должна была произойти полная реформация того, что церковь думала о пророческих людях. And a reformation in how prophetic people viewed the church and themselves. А также полная реформация того, как пророческие люди смотрели на самих себя и на церковь.
if we did not make this change, or if this reformation did not happen, И если бы эта реформация не произошла, then there was a danger that prophetic ministry would skip an entire generation. опасность состояла бы в том, что целое поколение лишилось бы пророческого служения. The church would be so frustrated with immature prophetic people Потому что церковь была бы настолько разочарована незрелыми пророческими служителями, they would not want to work through the maturation process. что не захотела бы помогать этим незрелым людям пройти процесс, ведущий к зрелости. And they had to distinguish three different aspects of prophetic ministry. И нужно было различать между тремя различными аспектами пророческого служения. In order to understand how prophetic ministry works, these three aspects had to be understood. Для того, чтобы понять, как должно работать пророческое служение, эти три аспекта должны быть поняты. The first aspect Первый аспект is the issue of giftedness. – это вопрос одаренности. What is the gift? Что такое дар? What's the difference between the gift of prophecy and the ministry of a prophet? В чем разница между пророческим даром и должностью, служением пророка? You had to learn to distinguish the difference between a dream and a vision, В чем разница между сном и видением? between a transportation and a translation, Между транспортацией и переносом? between a trance and a word of knowledge. Между трансом и словом знания? There had to be understanding developed and terminology developed. То есть должна была быть развита определенная терминология, идущая вместе с этим пониманием. All of these things concerning various aspects of giftedness. То есть все эти вещи, которые касаются разных аспектов одаренности пророческой. I remember a man coming to the United States some years ago. Я помню, человек приехал в Соединенные Штаты сколько-то лет назад, He was a leader in England. который был лидером в Англии. And he had heard about these men in the United States who had unusual giftings. И он услышал о том, что в Соединенных Штатах есть такие люди с необычными дарами, And had angels visit them. что их ангелы посещают, And had seen Jesus. что они Иисуса And видели, had visions, just like Old Testament type of things. что у них там видение такого плана, как в Ветхом Завете описано. And so he came to visit these men. И он приехал, чтобы навестить этих And людей. in talking with me, И разговаривая со мной, he asked me how I did what I did. он задал мне вопрос: как ты делаешь то, что ты делаешь? How does God use you in this way? Как Бог использует тебя вот в этой сфере? Why does this happen to you? Почему с тобой это How do you происходит? have angels visit you? Как это, что тебя ангелы посещают? How do you know that the dream interprets this way? Откуда ты знаешь, что сон истолковывается именно так? And I looked at him Я посмотрел на него and I said to him, и сказал ему: I don't know, it's just God. не знаю, это просто Бог. And he says, what do you mean? Он мне говорит: что ты имеешь в виду? I said, I don't know. I just know God tells me and I know it. And И я ему говорю: ну ничего, вот просто это Бог. Бог мне говорит, и я знаю, я это выдаю. it comes into my brain and there it is. Оно приходит вот так вот в мои мозги, вот оно там. And he looked at me И он посмотрел на меня, and I was shocked by what he said next. и я шокирован был тем, что он сказал мне дальше. He said, that's too bad. Он сказал: очень плохо. I said, what do you mean that's too bad? Я ему говорю: что ты имеешь в виду очень плохо? I'm thinking that's really good. Я думаю, это хорошо. He said, no, that's too bad. Он сказал: нет, это очень плохо. Because when you die, Потому что когда ты умрешь, your gift will die with you. твой дар умрет вместе с тобой. Because if you don't know how your gift works, Потому что если ты не знаешь, как работает твой дар, you will never be able to teach others how to ты do it. никогда не сможешь научить других это делать. And therefore, if you can't teach others, your gift will die with А you. если ты не сможешь научить других, твой дар умрет с тобой. I was stunned. Я был ошарашен. From that moment on, С этого момента и далее I couldn't get rid of this thought. я не мог избавиться от этой мысли. Does God really want my gift to die with me? Действительно ли Бог хотел, чтобы мой дар умер вместе со мной? Are there many other gifted people out there? Ведь есть же так много других одаренных людей. And does God want those people
to learn how to use their gift. Или Бог хотел, чтобы я помог этим одаренным людям научиться использовать свой дар. Obviously, the answer to that was yes, there are, and yes, he does. Ну и, конечно же, ответ на это то, что да, есть много одаренных людей, и да, Бог хотел, чтобы я помог им научиться, как использовать этот дар. So I began a process. И я начал процесс I began a process of studying my gift. Процесс изучения своего дара. How does this gift work? Как этот дар работает? How is there a way that thoughts run through my mind? Как это мысли приходят в мой разум? A process of interpreting dreams Как происходит процесс истолкования сна? that I'm not in touch with. И я раньше не осознавал этого. And if I can get in touch with that process that comes from God, Если бы я только мог ухватить, осознать этот процесс, который приходит от Бога, then I can teach other people. тогда я мог бы передать свои навыки другим людям. That was 20 years ago. И это было 20 лет назад. For 20 years I have been studying. На протяжении 20 лет я занимался изучением своего дара. And that's why I'm here. Именно поэтому я здесь. I'm here because God Я здесь потому, что Бог gave me an encounter дал мне встретиться с Ним таким where образом, He took me from the middle of the United States где Он взял меня из середины Соединенных Штатов and set me in a chair on a stage in St. Petersburg, Russia, и посадил меня на стул на сцене в Санкт-Петербурге в России. and said, I want you to go there one day and teach these people Тем and awaken самым their gift. сказав мне, что я хочу, чтобы в один прекрасный день ты туда поехал и учил этих людей, пробуждая в них их дар. That's why I'm here. Именно поэтому я здесь. God has put something in my heart for you. Бог вложил что-то в мое сердце для вас. He's put something in my spirit I can't shake. Он вложил что-то в мой дух, от чего я не могу отделаться. I said, when this happened to me, I asked the Lord, when should I go? И когда это со мной произошло, я сразу задал Богу вопрос, когда мне ехать? And it says, don't go until I open the door. И он сказал, не едь, пока я не открою дверь. And so in Nikolaev, Ukraine, И в Николаеве на Украине a few years ago, несколько лет назад the door began to open. дверь начала открываться. And this morning И сегодня утром is the beginning это начало of the fulfillment of that vision исполнения того видения, that happened in 1993. которое произошло со мной в 1993 году. What you're going to find out То, о чем вы узнаете, as this gift begins to be awakened in you, по мере того, как этот дар будет пробуждаться в вас, you're going to begin to have experiences with the Lord. у вас тоже будут происходить такие духовные переживания, опыты, встречи с Господом. You're going to begin to have experiences in dreams and visions. У вас будут духовные переживания в снах, в видениях. Heavenly angels will begin to visit you. Небесные ангелы будут посещать вас. It won't happen daily, Я не думаю, что это будет происходить ежедневно, but as the Lord decides, но по мере того, как Бог решит, чтобы с вами это происходило, it will happen to you periodically. оно будет с вами происходить периодически. You'll go through seasons where it happens a lot, И у вас будут сезоны, когда с вами это будет происходить часто, then you'll go through seasons where it doesn't seem to happen at all. а потом будут сезоны, когда будет казаться, что вообще ничего с вами не происходит. By the end of this course, you're going to be understanding a lot more about the lifestyle of this gift. Но к концу этого курса я надеюсь, что вы узнаете гораздо больше об образе жизни, который ведет человек с таким даром. So the first area you need to understand is the prophet and the gift. И то есть первая сфера, которую нам нужно понять, это пророк и дар. The second area is the prophet and the church. Вторая сфера, которую нам нужно понять, это пророк и церковь. How does the church impact the world? Как церковь влияет на мир вокруг? More importantly to most of you Более важно для большинства из вас, is how does the church impact Russia? как церковь повлияет на Россию. How does it change the hearts of people? Как церковь помогает сердцам людей измениться. See, this starts inside of us. Это начинается внутри нас. And God is going to give favor И Бог будет давать благоволение with leaders
по отношению к You're лидерам. going to see some very interesting people come to know Jesus. И вы увидите, что очень интересные люди придут к познанию Иисуса. How are you in your gift Как вы и ваш дар supposed to interact in the church? должны взаимодействовать с церковью. What are you supposed to do? Что вам нужно делать How are you supposed to в церкви? operate? Как вам нужно двигаться в церкви? How do you relate to your pastor? Как вам нужно находить общий язык с вашим How пастором? do you interact with other leaders? Как вам общаться с другими лидерами церкви? Are there other gifted people like you, and how do we react as a team in the church? Есть, может быть, больше, чем один пророчески одаренный человек в церкви. Как им найти общий язык друг с другом? So that's the second of the three that needs to be understood. То есть это вторая сфера вот из тех трех, о которых мы говорим, где нам нужно понять вещи. The third area Третья сфера is the area of your humanity. – это сфера нашей человечности. You are used by God on one hand, С одной стороны, Бог двигается через and нас. on the other hand, God is still trying to perfect you. С другой стороны, Бог работает над нами. On one hand, you have a dream that you know is from God. С одной стороны, тебе приснился сон, который ты знаешь, что он от Бога. On the other hand, you're still working through issues that God has been dealing with you about. С другой стороны, Бог разбирается с тобой по поводу каких-то определенных вещей в твоем характере. And how do you live in that tension? И как жить в этом напряжении? The issues of still working through anger or bitterness. Например, ты все еще борешься в своей жизни с гневом или разбираешься с горечью. Working through pride in your gift. Ты разбираешься с тем, что гордишься часто своим даром. Working through wanting to be understood and see people to see you as a gifted person. Ты находишь в себе желание быть принятым людьми, то, чтобы они оценили и поблагодарили тебя за твой дар и за твое служение. All those things that insecurity tends to build inside of И us. внутри настраивается вот это вся чувство незащищенности. How do you balance that Как сбалансировать это with a prophetic word that is so clear? с пророческим словом, которое такое четкое? Words that change people's lives. Слова приходят от Бога, которые меняют жизни окружающих людей. That's one of the things the church has to understand and we have to understand. И это одна из вещей, где мы нуждаемся в том, чтобы церковь нас понимала, и в то же время мы должны понять церковь. I think the reason why prophetic, or I prefer to call it revelatory ministry, Причина, по которой пророческое, или термин, который я использую, служение откровения, has had difficulty being received in the church today трудно воспринимается церковью сегодня, is because neither the gifted person nor the church это потому, что не одаренный человек, не церковь, has understood how to separate those three issues. не поняли, как разделить все эти три сферы. So on one hand, they have a person who hears from God and remarkably, То есть, с одной стороны, мы имеем человека, который замечательным образом слышит от Бога. on the other hand, you have the same person who is having fights with his wife and you're having to do marital counseling. С другой стороны, этот замечательный человек ссорится со своей женой и нуждается в консультации по вопросам брака и семьи. If you don't understand how these three issues work, И если у нас нет понимания, как все эти три сферы взаимосвязаны, you will tend to think, у нас будет тенденция подумать, because of this weakness, this could not have been God. из-за этой слабости откровение не могло быть от Бога. Fortunately, К счастью, the Lord is beginning to reveal Господь начинает открывать the distinction between those three issues. разграничение между этими тремя сферами. And that while God is using a man or a woman, И когда Бог использует мужчину или женщину, He will still be maturing that same man or woman. Он все еще будет продолжать вести ту же мужчину или женщину к зрелости. So those three issues would be the prophet and the man, the prophet and the gift, and the prophet and the church. Итак, три сферы: пророк и дар, пророк и церковь, пророк и человек. Those three things will permeate or fill everything we're going to talk about in this course. И эти вещи будут наполнять все то, о чем мы поговорим в этом курсе. I have found this. Я нашел вот что. You will get out of this course what you put into it.
вы получите от этого курса ровно столько, сколько вы вложитесь в него. The more you participate in the exercises, Чем больше вы будете участвовать в упражнениях, the more you're going to get out of this тем course. больше вы получите от этого курса. You're going to find where we will assign you homework. И мы будем давать вам домашние задания. Some of that homework will take you a number of months to complete. Многие домашние задания потребуют много месяцев на их исполнение. So while this course may be over with Friday И, or может быть, Thursday, в четверг мы закончим собираться в этом здании для прохождения этого курса. you will still be expected to do your homework over the next several weeks. Но, тем не менее, от вас ожидается, что вы будете продолжать выполнять домашние задания на протяжении последующих недель. Do you have to do it? Обязаны ли вы это делать? No. Нет. But will God know if you did it or not? А будет ли Бог знать, сделали вы это или нет? Yes. Да. Perhaps this is part of your character building process. Может быть, это как раз и есть частичка формирования вашего характера. Perhaps what Jesus said is true. Может быть, то, что Иисус сказал, есть истина. That if you're faithful in the little things, He will give you greater things. Что если мы будем верны в малом, Он даст нам больше. What happens if you got to heaven Что произойдет, если мы попадем на небеса, and the Lord says, "Look, here showed you a movie. Here's what I wanted to do for you." и Господь покажет нам как бы такое кино. Вот смотри, что я хотел проделать в твоей жизни. But I couldn't trust you Но я не мог доверить это тебе, because you kept cheating on the little things. потому что ты продолжал шпаргалить в малом. You didn't finish your homework. Ты не сделал домашнюю Remember работу. what John Paul Jackson said to you? Помнишь, что Джон Пол Джексон тебе говорил? That was me speaking. Это был я говорящий. Seriously, Серьезно. I have found in my life Я просто в своей жизни сделал вывод. that when I work on the small things, Когда я работаю над маленькими вещами, great things begin to happen. великие вещи начинают совершаться. We have to focus on little things that no one sees inside of us. Нам нужно фокусироваться на маленьких вещах внутри нас, которые никто не видит. That no one even knows that are there. И никто даже не знает, что они там есть. We could get away with it because nobody knows. И мы можем позволить себе, в принципе, и не делать, потому что никто не знает. Those are the things that keep God from speaking. Но именно эти вещи удерживают нас от того, чтобы услышать Бога и то, что Он And говорит. even if God did speak, То есть Бог может не сказать, а даже если и скажет, those are the things that fill our ears with wax, вот у нас будут уши, наполненные воском, so we become dull of hearing. и мы будем очень глухими к слышанию. So you're going to get out as much as you put into this. То есть вы получите от этого курса столько, сколько вы вложите. We will have a number of exercises. И у нас будут упражнения. You're going to be breaking into small groups often. Часто мы будем разбиваться на маленькие You're группы, going to get a chance to listen to God in many different ways. и у нас будет шанс послушать Бога разными способами. Most of you will be very nervous when you begin some of these exercises. Большинство из вас, наверное, будут очень нервничать, когда вы начнете делать эти упражнения. And that's okay. И это нормально. What you're going to learn То, чему вы научитесь, is that the more nervous you are, это чем больше вы нервничаете, the harder it is to hear from God. тем труднее услышать от Бога. You're going to learn Вы узнаете, that everybody is just as nervous as you. что все остальные нервничают точно так же, как и вы. And they're thinking you hear from God and they don't. И они думают, что вы слышите от Бога, а у них не получится. And you're going to be thinking they hear from God and you don't. В то время как вы думаете, что они-то услышат от Бога, а у вас не получится. And you're going to be in these small groups, И в маленьких группах, afraid to say anything, может быть, вы будете бояться что-то because сказать, you know if you open your mouth, потому что я знаю, что если я открою рот, they will find out you're really not gifted at all. все узнают, что у меня нету никакого дара. Well, we will get over that, И нам нужно будет через все это пройти, and by the end of the course, и к концу курса you're going to be doing great. у вас будет прекрасно The получаться. fear will diminish. Страх уменьшится, Your nervousness won't be nearly as much as it was.
нервозность будет совсем не такая, как в первый раз, Your heart won't be pounding out of your chest. и сердце не будет уже выскакивать из груди. Some of you won't be hyperventilating anymore. Многие из вас больше не будут такие слишком возбужденные. You'll be able to breathe easier, Сможете легче дышать. and your gift will work better. И в таких условиях ваш дар будет работать лучше. And you're going to find out that the way you hear from God better И вы узнаете, что способ, как можно услышать Бога лучше, is to develop a lifestyle, это развить образ жизни. a way of living. Образ You're жизни. going to find out that your gift in God is a process of development. Вы поймете, что тот дар, который Бог вам дал, развивается в процессе. This is a series of courses that you're going to be taking. И это серия курсов, которую мы предлагаем. We have a number of courses actually. В принципе, у нас есть больше, чем один курс. The beginning level is what we call the 100 level courses. Уровень начала — это то, что мы называем 100-уровневый курс, уровень 100. And then we have 200 level Потом у courses. нас есть уровень 200, And we're developing 300 а level сейчас courses. я работаю над созданием 300-уровневого курса, All of those designed to help you grow in your gift. и все они предназначены для того, чтобы помочь вам расти в этом даре. Will all of you be full, mature prophets at the end of this course? В конце этого курса будете ли вы все зрелыми, состоявшимися пророками? No. Нет. Нет. In fact, Фактически, probably none of you will be. скорее всего, никто не будет. But what we're doing is we're starting you on a road or a process of maturing. Но то, что мы делаем, мы предлагаем вам вступить на тропинку, ведущую к зрелости. It's a process that will take time. И это процесс, который займет время. And we'll talk more about that later. И мы позднее поговорим об этом подробнее. In these courses that we're going to bring back here, И в этих курсах, которые я планирую привозить сюда, courses like preparing for your visitation, будут такие курсы, как «Приготовься к своему посещению», what to do to prepare yourself so that God can visit you. что делать для того, чтобы приготовить себя, чтобы Бог мог посетить тебя. Courses like advanced prophetic ministry Еще один курс называется «Продвинутое пророческое or служение». prophetic evangelism. Еще один курс называется «Пророческий евангелизм». All those are at the beginning level of courses. И это все начальный уровень. And we want you И хотелось бы, to be able to complete those чтобы вы смогли and mature in God. пройти эти курсы и идти к зрелости в Боге. That's the reason why we want you to register for this course. И это причина, по которой мы так строго подходим к вопросу регистрации на эти Because курсы. if we don't know you've taken this course, Потому что если мы не знаем, прошли ли вы этот курс, you will not be able to take the next courses. вы не сможете быть допущены на следующие курсы. Because we value your character more than your Потому gift. что мы ценим характер больше, чем дар. It's important that you build a history. Очень важно выстроить историю, то есть хорошую репутацию. A history of doing things that God can trust. Историю того, что мы делаем вещи, и Бог может нам доверять. We're going to be teaching you on how to understand dreams in the next level of courses. На следующем уровне курсов мы учим, как понимать и истолковывать сны. Why do you dream in color sometimes? Почему иногда сны бывают Why цветными, do you dream in black and white? а почему иногда бывают Why do you черно-белыми? have nightmares? Почему иногда бывают кошмары? Where do dreams come from? Откуда приходят сны? Are they, as psychologists say, coming from within you? Бывает ли это так, что психологи правы, что сны приходят изнутри вас? Is it your subconscious or your psyche revealing flaws so that you can address those? Так ли это, что сон — это как бы твоя психика показывает тебе, над какими вещами в твоем характере нужно поработать? Is it your inner man getting in touch with your outer man? И то ли твой внутренний человек как бы соприкасается с внешним? Is it your feminine side trying to rise up and expose itself? Или это как бы твоя женская часть пытается подняться и
выказать себя. or your masculine side Или rising up. мужественная часть поднимается. What is all this? Что это все? Strange things that are out there. Странные вещи, которые происходят там. People historically like Freud Исторически мы знаем, что были такие люди, как, например, Фрейд, or Jung или Янг, or Gestalt. или еще вот Any это. number of people Ну, в общем, люди, who have popularized dream interpretation которые работали над популяризацией вопроса истолкования снов. and none of their dream models Но ни одна из их моделей истолкования will снов allow you to come to the same conclusion the Bible did in the dreams in Scripture. если их применить к библейским снам, не позволяет вам прийти к тем заключениям, к которым библейские истолкователи снов пришли, истолковав сны в Библии. And I suggest to you Я вам предлагаю, that any model that doesn't allow you to come to the same interpretation as the Bible would is the wrong model. такой взгляд на вещи, что если эти модели не истолковывают библейские сны так, как они в Библии истолкованы, значит, они никуда не годятся. So we want to teach you a biblical understanding of dreams. Понимаете? То есть то, чему мы учим, это библейскому толкованию снов. I have gone through every dream in the Bible, То, что я сделал, я выписал все сны из every Библии vision in the Bible, и видения, которые там были, every prophecy in the и Bible, пророчества, every parable in the и Bible, притчи, every metaphor in the и Bible. метафоры, And I have found some interesting patterns и находил интересные образчики that distinguish the ways of God in dream interpretation. того, как истолковывать сны. То есть есть Божий способ, Божий путь истолкования. An angel came to Daniel Пришел ангел к in Даниилу Daniel chapter 9 verse 22 в 9 главе Даниила, 22 стихе, and said to Daniel, и сказал Даниилу: I have come to give you skill to understand what you just saw. «Я пришел, чтобы дать тебе способность понять то, что ты только что видел». What you find about dreams or visions И то, что мы находим в снах и видениях, is that there is the revelation aspect where God tells you то, что есть аспект откровения, когда Бог говорит тебе, что означает что. but there's a second aspect, Но есть второй and аспект. that aspect is the aspect of skill. И это вопрос способности, это вопрос навыка. Revelation is given by God, Откровения даются Богом, given by the Holy Spirit. даются Духом Святым. Skill is acquired. Мастерство, навык, вот эта способность приобретается. Skill takes time. И для этого требуется время. So you have the aspect of skill and spirit that is mixed together to give you understanding. И мы, как бы происходит слияние вот откровения от Бога и мастерства приобретенного, и это дает нам понимание. So in our level 2 courses, И вот эти курсы we teach you второго not only, уровня, to understand your dreams, мы учим вас понимать не только свои собственные but сны, in the advanced courses we teach you how to understand the dreams of others. но в продвинутых курсах мы предлагаем вам понимать сны других. Then we expect you to go out into the streets После чего ожидается, что вы пойдете на улицу and interpret other dreams. и будете истолковывать людям сны. It's a form of evangelism. Это форма You see, евангелизации. we've been taking what we call dream teams onto the street. Вот, и то, чем мы занимались, мы ходили, вот, знаете, есть евангелизационные команды, а у нас были такие команды истолкователей снов. We've been taking them into parks and New Age conferences. Мы посылали их в парки, где проводились конференции вот этого New Age движения, We've been taking them into places where witches go. в те места, где собираются ведьмы. And we've been setting up tables Устанавливали такие свои with a столики. sign on them that says dreams interpreted here. И там была такая вывеска: «Здесь истолковывают сны». And we have a line of people wanting dreams interpreted. И люди выстраивались в очередь, желая, чтобы их сон был истолкован. Most of the time we'll have 20 or more people waiting in line. По большей части человек 20 стояло в очереди, терпеливо ожидая. We go to stores and airports. Мы делали это в аэропортах, мы предлагали свои услуги в магазинах, Anywhere people will gather together, то есть в местах скопления людей. any place where they come to get warm,
в местах, куда люди приходят посидеть погреться. Any place that will let us set up a sign or a table. В любом месте, где нам позволено поставить какую-то вывеску или столик. We've sent dream teams to the Olympics. Мы посылали команды истолкователей снов на Олимпийские игры, We've sent dream teams to film festivals. на фестивали кинофильмов. In fact, in the United States now, В Соединенных Штатах сейчас there's nothing of national significance не проходит ни одного события в масштабе страны, that doesn't have a dream team there. чтобы мы не послали туда команду истолкователей снов. We have dream teams everywhere. Мы их везде посылаем. We have somewhere between 30 and 50 dream teams operating in the United States alone. То есть только в Соединенных Штатах где-то 30-50 команд оперируют таким образом. One day we'll have hundreds. Я думаю, что в один прекрасный день их будет One day, сотни. Russia will have hundreds. И я думаю, что и в России будут сотни. And they will be going all over. И они будут везде приходить. They'll be invited into political leaders' homes. И я думаю, что их пригласят даже в дома лидеров политики. Because God will give a leader a dream. Потому что Бог даст лидеру сон. And nobody will be able to interpret it. И никто не сможет его истолковать. Because the world cannot interpret things of the Spirit. Потому что мирскими способами невозможно объяснить вещи, Just like with приходящие Daniel and Joseph, от Божьего Духа. Точно так же, как с Даниилом, с Иосифом. leaders will finally call on the man or woman of God Заканчивается тем, что лидеры позовут мужа Божьего или жену Божью, чтобы ответить to answer what happened last night. на вопрос, что произошло со мной в прошлой ночью. That's going to happen here. И это будет происходить здесь. And we want to begin that preparation process with you. И мы хотели бы начать этот процесс подготовки с вами. So you'll be learning that in the 200 level courses. То есть вот этому мы учим на курсе 200 уровня. In the 300 level courses, Что касается 300 уровня, you'll be learning how to interact with angels. как взаимодействовать с ангелами. You'll be learning why it happens. Мы будем научать, почему это происходит. You'll be learning what it's like to live life in the Spirit. И что это значит жить жизнью в духе. Not just talk about it, but live it. Не только говорить об этом, но жить этим. You'll begin to recognize when the Spirit lifts from you. Вы научитесь распознавать, когда Дух поднимается и отходит с вас. You'll begin to learn to feel like a blanket being taken off your shoulders when the Holy Spirit isn't with you anymore. То есть как бы такое одеяло с ваших плеч снимается, и это уже не с вами. Because every time you do something He's not leading you to do, He will lift off of you. Потому что всякий раз, когда мы делаем что-то, что Бог не ведет нас делать, Дух Святой отходит. You'll learn to be sensitive to His presence. Мы научимся быть чувствительными к Его You'll присутствию. learn how the Spirit and angels interact in order to achieve what God is doing. Мы in the earth. научимся тому, как Дух и ангелы взаимодействуют для достижения Божьих целей на земле. You'll learn that they're daily involved in your life, whether you see them or not. Мы поймем, что они ежедневно вовлекаются в нашу жизнь, видим ли мы их или нет. You'll learn to recognize when God is about to do something significant in a location. Мы научимся распознавать признаки того, что Бог собирается сделать что-то значимое в каком-то In месте. other words, you'll learn to live a spiritual life. Другими словами, научимся жить жизнью в духе. So that's kind of an overview of what you're going to be going through. И то, что я сейчас вам рассказал, это такой обзор того, о чем пойдет речь. It'll take a number of years for all that to be И completed. для того, чтобы все это завершить, потребуется много лет. But if you're willing to take this journey Но если вы хотите пойти в это and путешествие, you put your spirit into it, если вы вложитесь своим духом в это, you will be very strong at the end of it. в конце вы будете очень сильными. God will use you in wonderful and significant ways. Бог будет использовать вас мощным и значимым образом. But you have to apply yourself. Но вам нужно будет приложить свои усилия. Again, you will get as much out of this as you put into it. Еще раз напоминаю, что вы извлечете из этого настолько, насколько вы вложитесь. Okay, well, if you would, let's put up the first overhead, Amanda, or the. Давайте, пожалуйста,
На проектор поместим первый наш слайд. Is it up? Okay, let me ask you a question. Хочу задать вам вопрос. Make sure this is the right one. If God audibly spoke Если бы Бог обратился к вам слышимым голосом in this room в этой комнате, right now, прямо He сейчас, spoke out loud, громко проговорил, how many of you believe everyone in the room would hear it? кто из вас верит, Raise your поднимите, hand. пожалуйста, руку, что мы все услышали бы это. Okay, how many of you think this is a trick question? Кто из вас думает, что это вопрос с подвохом? Aha! If you have your Bibles with you, Если у вас есть с собой Библия, you can turn to John chapter 12, откройте ее, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 12 глава, verses 28 and 29. 28 и 29 If you don't стихи. have your Bible, I think we have that on the overhead up here. Если у вас нет с собой Библии, мне кажется, этот стих появится на слайде. Jesus is in the garden. Иисус He is praying. молится. He is talking to the Father. Он говорит с Отцом. And he is asking the Father to glorify himself. И он просит Отца, He's getting ready to present himself and allow himself to be crucified. чтобы Отец прославил Сына. Он готовится к распятию. And so the Father, when Jesus asked the Father to glorify himself, Когда Иисус попросил Отца прославиться, the Father audibly speaks back. Отец ответил ему слышимым And he голосом. says to Jesus, И он сказал Иисусу: "You have glorified me, «Ты прославил меня, and you will glorify me." и ты прославишь меня». And then it says something very interesting. И потом говорится что-то очень интересное. It says, "Of those who stood by and heard, Говорится, что народ, стоявший и слышавший то, some said it thundered, кто-то сказал, это гром, some thought it was an angel, другие говорили, ангел, and obviously some knew it was the voice of the Father, God, speaking." а кто-то распознал голос Отца, говорящего. So here's the questions that I have. И вот вопросы, которые у меня есть. There's basically 4 of them. Практически их 4. Some followers of Jesus did not hear. Некоторые последователи Иисуса не расслышали. Notice it says, "Of those who stood by and heard." Заметьте, говорится, из тех, кто стоял рядом и услышал. That means there were those standing, people following Jesus, that did not hear the audible voice of God. То есть это были люди, стоящие рядом, люди, последователи Иисуса, и среди них были те, кто не расслышал Бога. And of those that did hear, А из тех, кто расслышал Бога, some said it thundered. кто-то сказал, что это гром, At least they heard something. по крайней мере, они что-то But they услышали, didn't even recognize it was God. но они даже не распознали, что это был Бог. Some said it was an angel. Кто-то сказал, что это был ангел. Well, close, but there's a big difference between God and an angel. Близко, но тем не менее есть большая разница между Богом и ангелом. And obviously some knew it was the Father. И, очевидно, кто-то понял, что So это Отец. the big question that you'll see up here И is большой why? вопрос, который вы видите там, почему? Why? Почему? Why did some followers of Jesus hear nothing? Почему некоторые последователи Иисуса ничего не услышали? Why did some followers of Jesus just think it was an angel Почему другие последователи Иисуса подумали, что это ангел or thunder? или гром? Why? Почему? That's the core issue of this course. И это является сердцевиной курса. Teaching you to hear when God speaks. Научить вас слышать, когда Бог говорит. So you won't think it's thunder. Чтобы вы не подумали, что это гром. And you won't think it's an angel. Чтобы вы не подумали, что это ангел. You'll know it's the Lord. Чтобы вы знали, это Господь. I suspect then Я подозреваю, that if God audibly spoke today, что если бы Бог слышимым голосом проговорил к нам сегодня, some of you would think it's an